Ребята, всем привет! Всем привет! Сегодня мы отправляемся на остров Колан на пароме. И это самостоятельное путешествие и небольшой гайд, как туда добраться. Перед тем, как выехать, мы посмотрим текущую обстановку. Смотрите, какое море. Вот у нас остров Колан. Его сейчас плохо видно, потому что небольшая дымка. Он находится километров, наверное, в 10 от нашего Конда и километрах в 7 от пирса Балихай. Балихай находится у нас вот там, прямо. Сейчас мы туда поедем на мопеде. И если мы посмотрим направо, там у нас километрах 20 идут дожди. Поэтому погода будет непредсказуемая. Я бы сказал 50%, что погода будет хорошая, 50%, что будет ливень с грозой. Но я думаю, мы рискнем. Так как в последнее время часто здесь проблема с парковкой автомобилей, то мы решили поехать на мопеде. Парковка для автомобилей сегодня открыта, но она работает по каким-то неизвестным вообще правилам. И иногда бывает закрыта, иногда бывает платная, поэтому мы решили немножко сэкономить и поехать на мопеде. И сейчас покажу, куда вы должны повернуть, чтобы проехать на эту парковку. Вот здесь, видите, мопед выезжает белый, такая дорожка. И вот в этот заезд надо заехать. Тут въезд и выезд, насколько я понимаю, рядом находится. Вот видите, такой Биг Бен наверху. И вот слева от него заезд на парковку. Сейчас мы идем на пирс Балихай, чтобы отправиться на пароме. Посмотрим расписание паромов, как они сейчас ходят. Но сразу скажу, что когда людей много, паромов больше. Когда будний день, паромы работают по расписанию. А когда выходные, я так понимаю, появляются еще какие-то дополнительные рейсы, чтобы успеть всех отвезти. Смотрите, водичка какая, волны нет. Красота. Вот паром уже пищит, а Алена никуда не спешит. Мы все покажем, в том числе, во сколько нам обойдется все путешествие. Будем мы считать все на семью из 3 человек. На одного человека, естественно, будет все дешевле стоить. На семью из 10 человек, естественно, все будет дороже стоить. Но мы будем именно показывать, сколько денег потратим мы. Смотрите, вот здесь прошла какая-то реконструкция вот этого пирса. И появились вот такие вот металлические конструкции. Я думаю, это сделано для того, чтобы укрепить все это дело и придать какой-то такой стиль морской волны. Смотрите, ребят, только что отошел паром на остров Колан, и уже заполняется новый паром. Вон уже люди стоят в очереди. Но нам интереснее вот этот паром тем, что он идет на пирс Набан. Набан, он находится ближе, и идти на него быстрее. То есть, чтобы попасть на остальные пирсы, надо нам будет обогнуть Колан. А чтобы попасть на Набан, нам нужно просто прямо прийти. И он находится со стороны Паттайи. Давайте посмотрим расписание, кому-то будет полезнее. Вот смотрите, Колан, пирс Набан. Вот такое расписание. Отправление и прибытие. Стоимость 30 бат. Это у нас куда? Это на пирс Тавайен. Вот такое расписание. Стоимость тоже 30 бат. И пойдем занимать уже места. Чтобы попасть на Колан, есть 3 основных варианта. Первый — это на пароме, как мы сейчас пойдем. Это самый дешевый вариант. Второй вариант — на спидботе добраться. Когда вы будете подходить сюда, вам будут предлагать спидботы. Как правило, с человека обойдется это 200 бат. И также можно добраться на спидботе с вашего пляжа. Часто на пляжах стоят спидботы и предлагают такие мини-экскурсии, мини-трансферы на различные острова, в том числе и на остров Колан. Если вы хотите добраться с вашего пляжа, допустим, с Джамтьена или с Кози-Бич, это будет стоить дороже. Но вы сэкономите время и деньги на такси, потраченные, чтобы добраться сюда, до пирса Балихай. Самый дорогой вариант — это взять экскурсию. Так как сегодня выходной, очень много людей. Прям паромы только успевают загружать новых пассажиров и отходить. Вот смотрите, Алена должна уже была занять места. Вот, правда, я не уточнил, на каком этаже, на 1-м или 2-м. Но я подозреваю, что на 2-м, потому что... Ух ты, даже раздали спасательные жилеты. Алена, привет.
паром набивается стремительно. Я думаю, что мы сейчас загрузимся и прямо сейчас будем отходить. Потому что сегодня выходной, суббота, людей очень много. Тайцы и туристы, все вперемешку, прям полная загруженность. И паромы отходят прям каждые, наверное, минут 5-10 где-то, очень часто. Если бы это было в будний день, когда мало людей, то паромы бы выходили по расписанию где-то раз в полчаса. Короче, за 2 года жизни в Паттайе я понял, что я ничего не понимаю в расписании этих паромов. Поэтому мы всегда просто приезжаем и даже не ориентируемся на время, как выехали, так выехали. Не пытаемся попасть на какой-то определенный час там, отправки парома. За паром на 3 человек мы отдали 90 бат. Итого будем считать, что у нас 290 бат потрачено. Все-таки заставили нас нарядиться в спасательные жилеты, но неудивительно, потому что в прошлом году было несколько случаев, когда паромы терпели бедствие. Хоть пока и погода и хорошая, но неизвестно, это море. Случиться может всякое. Они выдали детский жилет, сначала дали взрослый, но потом поменяли это все на детский. Смотрите, 10 минут назад отошел предыдущий паром, и вот сейчас мы уже тоже отходим. У меня, кстати, показывается на часах владивостокское время, так что не обращайте внимания, мне так удобнее. Смотрите, время пути у нас составило 40 минут от пирса Балихай до пирса Набан. Долго достаточно, потому что был ветер, и мы шли не быстро. Так, сейчас наша задача найти байк по приемлемой цене и как раз расскажем вам, сколько байки стоят сейчас. Обычно стоимость среднего байка варьируется от 200 до 350 бат в зависимости от мотоцикла и в зависимости от сезона. Видите, за нами 2 парома пришло одновременно. Так, Алена нашла какое-то интересное заведение. Кафе, да? Сейчас я сниму название. Называется Пукай. Пукай. Интересно. Креативненько. Сейчас наша задача это найти мотобайк. Выбор большой, но посмотрим, что по ценам. Так, как-то мы брали вот здесь мотобайки. Так, 200 бат, говорит нам мотобайк. В прошлый раз мы вот на том зеленом Айрексе гоняли. А сейчас возьмем клик. 100 лет на клике не ездили. Покатаемся. Вот такие байки побольше Айрекс стоят 300 бат. Мы взяли клик за 200 бат. Я рекомендую брать клик, потому что разницы практически нету никакой. Если бы цена была одинаковая, я бы взял Айрекс. А так как этот дешевле на 100 бат, почему бы и нет? Так, ребят, сразу же возле пирса есть 7-Eleven. И давайте посмотрим, что тут по ценам. Как правило, тут все на 1-2 бата дороже, чем в 7-Eleven на материке. Ну, смотрите, к примеру, протеинчик также стоит, да? Йогурт, смотрите, по такой же цене, как и на материке. Интересно. Давайте пиво посмотрим. Так, пиво, смотрите, Лео большая бутылка стоит 71 бат. Симка 77 бат. Не помню, сколько стоит она на материке. Можно купить вот такой вот набор туриста за 140 бат, 139. Мы сейчас возьмем воды, орешки какие-нибудь и поедем путешествовать на байке уже по этому острову. Объедем, постараемся объехать все пляжи и все вам покажем. Аренда байка обошлась нам 200 бат. Цена хорошая. Но если вы приедете в высокий сезон, то, скорее всего, с вас попросят 300, а может быть даже и 350 бат за такой мопед. 7-Eleven находится прямо возле пирса. Вот чуть-чуть проходите, и вот он будет слева. Очень здесь тесно, на машине ехать тяжело, поэтому все передвигаются на байках, за редким исключением. Смотрите, ребят, мы взяли мопед, но также до любого пляжа можно добраться и на тук-туке. Стоимость будет с человека в одну сторону 40 бат. Если маленький ребенок, можно договориться бесплатно, если вы его посадите на руки себе. И учтите, что если вас много, то тук-тук тоже обойдется в копеечку. Смотрите, нам дали, где мы арендовали мопед, вот такую карту на всякий случай. Я решил не отказываться. Здесь написано расписание паромов. Вот что последний паром отходит в 18:00. Но мы, скорее всего, поедем чуть-чуть пораньше. Мы всегда так делаем. И мы находимся вот здесь, на пирсе Набан. Вот там находится Паттайя. Вот мы так приплыли и попали на пирс Набан.
а другие паромы обходят и приходят на Таваен. Небольшой крюк делают, это плюс еще 10, 15, 20 минут. Так непривычно ехать на клике после аэрокса нашего. Вот смотрите, так выглядят тук-туки. Они набрали туристов и отходят на ближайшие пляжи. На любой пляж цена будет одинаковая. Сегодня очень много людей. Спуск очень крутой, я прям жму на тормоза, а мопед все равно разгоняется. Поэтому будьте аккуратны, если вы прям нагружены, не разгоняйтесь здесь. И вообще я рекомендую передвигаться по острову в стиле, знаете, в стиле регги. Потому что каски не дают на прокате и ездить надо аккуратней. Потихонечку, там 20-30 км в час едете, кайфуете, наслаждаетесь островным вайбом. Мы сейчас бабочку сбили. Бабочку сбили? Надеюсь, больше никто не пострадает у нас в этом путешествии. Здесь у нас поворот на пляж Самое. Сколько мы в 7-Eleven потратили денег, расскажи, Алена. 45 бат. Вот, красота. Да, ну вот сейчас стандартная цена такая, 200 бат за аренду мотобайка небольшого по всему острову. Все, ребята, пойдем посмотрим, что здесь у нас с морем. Кстати, с этой стороны тоже штиль. Какая классная погода пока. Пока нам все нравится. Я, кстати, сейчас скрины с приложения Винди сделаю. Судя по информации с приложения, сегодня должно быть не дождливо и не ветрено. Дождь может начаться только после 7 часов, но в наших планах в 5:30 отсюда уже уехать. Смотрите, здесь людей очень мало, но, наверное, пройдем, посмотрим еще, что с правой стороны этого пляжа, как обстановка там. Смотрите, какое красивое сегодня море. Ну, оно на пляже Калан красивое практически всегда, за редким исключением. Вот можно взять здесь в аренду такие вот круги. Лежак 100 бат стоит. Можно укрыться от солнца. Вот здесь можно взять в аренду, смотрите, такой прозрачный каяк и покататься на нем, посмотреть рыбок. Кайфово, да? Смотрите, я уже почти дошел до обсерватории. И что интересно, в отличие от Джамтьена, здесь практически все лежаки заняты. Очень много людей. Очень много наших соотечественников и людей из других стран. Китайцев пока мало. Видимо, они где-то прячутся от солнца. Ну и китайцы, что удивительно, смотрите, даже китаянка в купальнике, да, обычно они закрыты там, как вы видели у нас видео с экскурсии на остров. А китаянки закрываются просто полностью прячутся от солнца вместе с лицом. Но может быть она просто так оделась для фотосессии именно. Они прям стараются избегать солнца, чтобы кожа была не загорелая. Смотрите, сколько людей, да? Вода прям прозрачная, кристально чистая. Люди приезжают с детьми, без детей, парами. И это самое лучшее спасение на сегодняшний день от медуз, которые атаковали пляжи Паттайи. Потому что здесь, я вот прошел через весь пляж, ни одной медузы ни на берегу, ни в воде я не встретил. И это кайф, ребята. Да, вода чистая, уже охота сходить покупаться, занырнуть, посмотреть, какая вода по температуре, замерить, так сказать, проверить воду изнутри. В одном из прошлых видео мы были в этой обсерватории, походили там немного, но сегодня ходить там не будем, как-нибудь в другой раз обязательно посетим ее, посмотрим, что там есть еще интересно, потому что мы не все комнаты облазили. Жду Андрюху, который был со мной в прошлый раз, когда прилетит, пойдем с ним опять туда. Китайцы вот все в этой кучке собрались и держатся вместе. Такой у них тут китайский движ. Молодцы. Любят они именно собираться вместе. Они такие люди компанейские достаточно. Смотрите, фотозона такая здесь есть. Можно сделать классные фотографии. Очень красиво. Смотрите, ветерок раздувает так вот эти ленточки. Романтично и по-островному. Ребята, у нас традиционная рубрика обзор водички. Пойдем посмотрим, замерим
температуру воды, посмотрим прозрачность. И есть ли сейчас медузы. Но я вот прошелся по пляжу, ни одной медузы обнаружено не было. Ну как тебе? Отлично. Супер. Она не теплая, она чуть-чуть прохладная, такая очень комфортная. Самое то, в самый раз, да? Прям идеальный градус, на мой взгляд. Да, потому что сегодня довольно-таки жарко. Смотрите, здесь происходит фотосессия с розовым фламинго. Вот эти вот надувные все игрушки можно взять. И раньше было модно, не знаю, как сейчас, все с ними фотографировались. Смотрите, слева надвигается на нас тучка. Слышен был гром, но я надеюсь, что она пройдет мимо. И дождь все-таки не пойдет. Итак, пляж Самое – это один из самых больших пляжей острова Калан. Несмотря на то, что здесь очень много людей, все равно ощущаешь себя довольно-таки комфортно. Места очень много, всем хватает. Здесь также много кафешек разных. Можно пойти покушать, взять прохладительные напитки, заказать пиво и посидеть, отдохнуть в тени в кафе. Мы сейчас здесь отдохнули где-то пару часиков и поедем дальше на другие пляжи. Посмотрим, как там обстановка. Надеюсь, погода нам позволит, потому что громыхает постоянно эта туча и постепенно приближается к нам. Но будем надеяться на лучшее. САП, Алена сейчас спросила, в аренду стоит 300 бат в час. Это достаточно интересное развлечение, и можно сделать много красивых фотографий. Поэтому можете взять, попробовать покататься. Мы с тобой в Паттайе, деньги на карте тают. Отдыхаем вместе, ни о чем не думаем. Пусть наши глаза, как звезды, горят. Здесь в Паттайе душа поет и тает. У меня есть, Пашечка, для тебя хорошая новость. А, Я нашла семена, которые валялись везде. да ну. Мне кажется, это Да вот нет, незрелые это не они плоды были. дерева. Это было что-то другое. Они зеленые такие. Не, не похоже. Похоже. Но они тут валялись, а тут валяются одни лепестки. Мы приехали на следующий пляж. И здесь также есть место остановки тук-туков. И смотрите, сколько мопедов здесь припарковано. Очень много, значит, очень много людей сегодня. На прошлом пляже тоже было много людей, но было достаточно комфортно. Смотрите, есть также вот такие электрокары, гольф-кары, но с такими вот колесами мощными. Можно на таких тоже здесь передвигаться. Чтобы дойти до пляжа, нужно пройти вот по такой дорожке. Вот смотрите, какая вода красивая. Шикарная просто. Смотрите, вот этот мостик достаточно опасный. Иногда люди получают здесь травмы, потому что вот эти доски порой прогнивают и можно туда провалиться. Поэтому будьте осторожны. И вот этот спуск, смотрите, тоже он такой достаточно опасный, потому что здесь песочек, и можно в сланцах подскользнуться и навернуться. Поэтому аккуратненько спускаемся, смотрим под ноги. И вот мы уже дошли на пляж. Людей много, но всем достаточно комфортно. Многие лежат на лежаках, и некоторые лежат на своих циновках. Здесь тоже можно взять в аренду маски, трубки, прозрачные такие лодочки и каяки, вот такие модные. Можно с ними пофотографироваться, можно на них пофотографироваться. Ну и если кому интересно, можно на них поплавать. Мы прошли практически весь пляж и решили, что будем отдыхать вот здесь. Смотрите, здесь есть даже такое дерево с теньком. Но в принципе мы можем и на солнце, да, лечь? Смотрите, что с нашей бутылкой произошло. Кто-то ее сломал. Это Honda Click, легендарный надежный мопед. Алена уже купается. Смотрите, ну здесь вода тоже прохладненькая, тоже достаточно чистая. В принципе, разницы практически никакой. О, а здесь прохладнее, да, поглубже? Прям по ногам чувствуется, идет такая прохлада.
Зато здесь планктонов нет. Мне кажется, Самое и Тен – это два топовых пляжа острова Колан. Другие пляжи Таваен. Мне не очень нравится тот пляж, потому что там, во-первых, паромы курсируют, во-вторых, там активно народ развлекается и катаются на джетски, катаются на бананах, прям по головам людям туда-сюда ездят. Есть еще пляж Нуал или Нуан, по-разному его называют, или Манки Бич. Как известно, там много обезьян спускается с сопочки такой. И они бывают, ведут себя очень неприлично. Зато на том пляже очень классно, когда вот здесь волна, на Тьене, на Самое, там всегда такое затишье. Еще на Манки Бич очень здорово поплавать с маской, потому что там есть ежи, морские огурцы, ну и всякая другая живность, которую можно увидеть под водой. На этом пляже есть гуси. И иногда они выходят и купаются. Можно подплыть к ним и посмотреть поближе. Сделать фоточки, снять видео. Очень интересно. На других пляжах такого нет. Но сегодня, наверное, они уже купались и ушли. Здесь отдыхают, да? Да, он там, в середине пляжа они обычно ходят купаться. Смотрите, я дошел до конца пляжа. Здесь такие вот фотозоны импровизированные. Все фотографируются. Качели есть, можно пофототься на качели. Практически на каждом пляже Таиланда есть вот такая качеля из бревна и веревок на дереве. И здесь такой вот отель или ресторан в форме корабля. Смотрите, какой интересный. Их здесь два. Они просто огроменные. И я думаю, можно как-то туда подняться. Так, смотрите. Интересно. Может, это туалет и душевая здесь? Ну, это прям настоящие корабли. Смотрите, здесь руль у него, да? Здесь тоже присутствует. Ну да, это все жилое какое-то, обжитое. Не заброшенное, слава богу. Подниматься туда не буду. Это, наверное, неприлично будет. Но очень интересно. Кто знает, что это такое, напишите в комментариях. Да, если заметили, туча все приближается и приближается. Но пока все здесь наслаждаются солнцем. Удивительно, да? В Таиланде в это время года очень часто меняется погода. И сегодняшний день не исключение. Я думаю, что где-то на военном пляже вовсю идут дожди уже. Смотрите, какие у парнишки модные тяги. Прям луноходы, да, реально. Смотрите, здесь есть вот такой вот тотем с расстоянием до городов различных. Подписчик хвастался нам в Телеграм, что повесил сюда оберег такой из Якутии. Снимаем отчет, что оберег этот висит, все нормально, все в мире стабильно, курс доллара, курс бата, все остальное. Все, ребята, мы отправляемся на следующий пляж, погнали с нами. Дерево любви здесь находится, как Алена сказала, здесь все вешают свои сердечки. Смотрите. Ну, не свои, а сердечки. Богдан, Виктория. Так, Россия. 2024, прям только-только, да? Хартьян Лав 3. Свеженький. То есть, получается, где-то здесь можно приобрести такой брелочек, подписать его и повесить. Так что молодожены, не замочки вешайте, а сердечки. Да, но, кстати, он-то заржавеет, потом и отвалится. Так что смотрите, Богдан и Виктория, надо приехать где-то через полгодика и наладить все тут, укрепить свои семейные узы. На выходе решили взять по мороженому. И вот такой рожок стоит 20 бат. Смотрите, какое красивое. Давайте попробуем. Да, давайте. С чем это? Желтая какая-то штучка. Вкусно. Кокосовое мороженое.
А посыпаны не знаю чем. Хочешь попробовать? Да. Кстати, можно мопеды поставить прямо вот здесь. Вот такие места есть. Прям если вам неохота идти к морю, можно вот здесь припарковаться и уже отсюда пройти, получается, на пляж. Но, в принципе, мы припарковались вот там повыше, и проблем никаких нет у нас дойти. Так, ну что, как мороженое? Очень. Вообще, самый раз, да, сейчас? Главное, чтобы дождик не пошел. Мороженое вкусное, ребят, рекомендую. Так, ребят, смотрите, мы приехали к следующему пляжу. И здесь вот мы припарковали мопеды, потому что все перекопано. Вот, смотрите, работает техника. И к морю придется спускаться. А спускаться не близко. Ну, посмотрим, сейчас попробуем добраться до моря. Люди ходят туда-сюда, значит, скорее всего, море там есть. Этот пляж называется Тайяй. Вот на этой карте он здесь находится. Здесь иногда паромы огибают. Вот. И мы на него приехали. Вот на этом месте мы раньше парковались. Но сейчас здесь парковаться тяжело, потому что работает техника. И вот мопеды некоторые тут застряли, кстати, судя по всему. Или как-то они добрались лесом, полем. Смотрите, здесь такая арка. Тайяй бич написано. И по-тайски еще название. Немножко сегодня грязновато. Лестница вот эта, видите, она вся из застройки грязная. Обычно здесь все красивее выглядит. Но я думаю, сейчас под вечер много людей на фотосессию приехало. Давайте посмотрим. Смотрите, какая здесь волна. Другая сторона острова. И волна достаточно сильная. Давайте пройдем немножко вдоль кактусов и посмотрим, как сейчас выглядит секретный пляж. Потому что сейчас прилив. Обычно сюда лучше приезжать в отлив. Но посмотрим, как сейчас. Здесь такой неприметный вход. И дальше еще есть, я думаю, тоже, да? Давайте посмотрим. Нет, все-таки, я думаю, лучше мы пройдем вон там. Вот она, эта дорожка, смотрите. А, там тоже проход был. Ну, отлично. Вот эти кактусы, ребята, с ними аккуратней. Можно сильно уколоться. Смотрите, какие иголки огроменные. И мы идем. Птички поют. Смотрите, так как сейчас прилив, пляжа песочного не видно. Люди вот пытаются фотографироваться, но все равно это не то. Поэтому сюда стоит ехать только в отлив. Потому что прилив красивых фоток, я думаю, не будет. Ну вот на камушках можно или где-то еще под водой. А так, когда отлив, здесь песочек красивый, очень белый, и бирюзовая вода, как будто вы на необитаемом острове. Щенки подросли. Были в прошлый раз, они вообще были маленькие. Смотрите, какие милые крохи. Прям какое-то семейство живет. Очень много собак. Милые такие. И там вот еще, смотрите. Смотрите, вот один. И вот, сейчас я покажу вам. Вот этот еще. И вот там черненький. Короче, семейство целое живет. Смотри, какие стильные очки кто-то потерял, Алена. Ребята, смотрите, сколько здесь собак. Ну, как по мне, выглядит достаточно опасно, потому что они сейчас, пока я ходил, снимал, налетели прям возле Санина, устроили разборки. Вон, смотрите, да? Опасно, на мой взгляд. Ребят, ну, остров Калан вообще классный. Он незаменим для такого постоянного посещения, бюджетного. Но здесь есть тоже свои минусы. Допустим, вы видели, сколько здесь собак. Их здесь очень много. Многие любят собак, а некоторые собак боятся. И если вы не любите собак, то можете поехать на какие-нибудь другие острова. И также вы можете поехать на экскурсию с компанией Тайфу Travel. Ссылка на них будет в описании под видео, а QR-код вы видите сейчас на экране. Мы через эту компанию
уже много раз ездили, и нам нравится их сервис, и у них хорошие цены. В их телеграм-группе актуальные всегда честные отзывы от других туристов. Мы, кстати, тоже писали там отзывы. Поэтому, если хотите на экскурсию, рекомендую компанию Taifu Travel. Отвезут куда угодно и недорого. Смотрите, немного закапал дождик, и все начинают убегать отсюда. Видно, что Паттайя, вон она там на горизонте, она вся в дожде. Смотрите, какая тут суета. Все садятся на мопеды и покидают это райское место. Поэтому я думаю, сейчас будет очень непросто выпить место себе на пароме. Ну, сейчас посмотрим. Ребята, время 5:42. Мы добрались до пирса. Немножко припозднились. Хотели успеть на 5:30 на паром, но на него мы не успели. Последний, говорят, отходит 6. Но будет интересно вообще, удастся нам выбраться отсюда или нет. Потому что людей очень много. Здесь прям толпы народу. И мне кажется, что все на паром не поместятся. Но вот проверим сейчас. Я думаю, что если на паром не попадем, наверное, будут какие-то альтернативные способы, как отсюда выбраться. Ну или придется здесь заночевать. В принципе, приключения можно себе устроить неплохие, если опоздать на паром. Смотрите, какие большие кубы с водой питьевой. Наверное, в 7-Eleven привезли. Так, вот он паром. И он уже почти полный. Но попробуем сейчас мы туда проникнуть, попасть. Людей уже очень много в очереди на последний паром. Мы отходим на предпоследний волну. Двигаемся сюда. Так, мои ребята спрятались от непогоды. Как вам там, удобно? Ну, картина достаточно мрачная, особенно если посмотреть в эту сторону. А с этой стороны нормально, да? Да, сейчас справа будет дуть очень сильный ветер и дождь. Да, погодка так себе, дождь идет и ветер дует. А мы приехали на мопеде и добраться будет нелегко. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании под видео. А QR-код вы прямо видите сейчас там на экране. Да. Всем пока. Всем пока!